Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередная пятерка отелей, о которой вы так долго ждали. Надеюсь. Но, может и нет. Но, надеюсь, да. И отправляемся мы с вами в Малайзию, столицу Куала-Лумпур. Но прежде мы поздравим победителя. Вот его комментарий. Хотите также? Обязательно комментируйте данный выпуск. И, может быть, именно вы в следующем станете победителем и получите 2 прохода в бизнес-лаунж. Ну что, полетели? И сегодня мы отправляемся в такие отели, как Expressions Professional Suites by Maikea, Palette KL Central Nia Pudu, Kingston Hotel 12, Seeds Hotel Cholkit и Momos Куала-Лумпур. И начнем мы с отеля Expressions Professional Suites by Maikea. Ну, давай начнем с того, это не отель, это апарты все-таки. Что очень распространено в Куала-Лумпуре. Будьте внимательны, когда вы бронируете, потому что Куала-Лумпур насыщен апарт-комплексами, и очень часто вы приезжаете, и выясняется, что это апартаменты, а не отель. На самом деле это все равно написано, можно выбирать и апарты. В целом вроде ничего, но вот какие-то моменты возникали, которые просто делали наше пребывание не очень комфортно. Начнем с того, что мы поменяли постельное белье. За которое вы оставляете залог. Да, кстати, так что лучше сразу, если какие-то пятна, меняйте. Дальше поменяли душ, стекло, полотенце. Что еще мы сделали? Да полностью, по-моему, уборку. Бедного горничного вызвали. Мы сказали, рабочий день закончился, да, мы поздно приехали, 8-9 вечера уже было. Но номер-то был не готов. Хотя прикол в том, что на каждой кровати, я так понимаю, написан листочек. Ой, хоть белье и выглядит страшненько, но оно чистое. Но Вот очень, да. как бы оно и не было Если не обращайте внимания на пятна. Также был плохой интернет, но нам починили, поэтому дальше нормально было. Но С интернетом неплохое было, его просто отключили, ты не помнишь? нет, его отключили, но потом пришел, этот долбился в соседнюю дверь. Просто соседнюю... в соседнем номере стоял, и там, видимо, отключила интернет. Может быть, она нечаянно нажала или выключила из розетки. И, естественно, он долбится, а мы же в мусульманской стране, а она мужчине не открывает, естественно. В итоге пришла женщина, подолбилась одна в соседнюю дверь, она ей открыла, и у нас заработал интернет. Но это просто трэш. Таким образом нас встретил Куала-Лумпур, и я был в шоке. Особенно после перелета. Нет, перелет у нас быстрый был, просто мы конкурс провели, то все, потом мы на метро добирались, пешком шли, а через овраги перекопано было. Колесо, Набор. Но это не все. На следующий день нас ждало еще одно приключение. Бассейн прекраснейшим видом на Петронас, на все башни, оказался платным. И кроме этого, еще и фитнес был платный. Это был трэш вообще. Ну, как говорится, читайте внимательно. Это все было написано мелким шрифтом. Но Там есть бассейн на 8-м этаже, как бы он неплохой, без вида, правда, но есть. подожди, какой без вида? Вид офигенный, там другой парк есть. Да, у тебя не на Петронас. Но у нас Петронас были из окна видно. Не, ну некоторые приезжают, они видят картинку, там же выкладывают Петронас, все там сверкает. Ну, так как есть. Ну что, сколько оцениваешь? Я здесь ставлю 6. Я поставлю 7 хочется, но, наверное, я поставлю 6, потому что уборка и все остальные моменты, которые наложились, да, они сделали свое дело, и меня разочаровал реально эти апарты. Если изменят, сделают хотя бы уборку нормально и все приведут в порядок, можно будет ставить выше, потому что от Петронаса довольно недалеко относительно, можно и пешочком дойти, но в целом, ну да, 6. Palette KL Central Nia Pudu. Отель, который надо найти. Нету ни одной вывески вот такой прям большой. То есть надо найти этот отель. Там вообще вывески нету. Я говорю, вот вывески нету. Таксист нам помогал искать этот отель. Видимо, после какой-то реновации, либо еще что-то, не подготовили вывеску. Может, отель сменил название. То есть много факторов, о которых мы не знаем. Единственное, но не работал, опять же, бассейн. Мы не попали на крышу. Почему? Потому что крыша протекала. Ну, точнее, бассейн на крышу протекал. Бывает и такое. Номер у нас был большой, с ванной. Видно, что отель старенький, но за ним следят. Расположен он, в принципе, не очень так удачно, но мы пешком в течение полчаса дошли до первого торгового центра, до линии монорельса и дальше прогулялись в район Павильон, где расположены основные достопримечательности и торговые центры города. Да, неплохой район, неплохой отель. В принципе, можно сказать, даже рекомендую, если отремонтировать бассейн. Спортзала нет, завтраков нет. И это тоже печалька, минус дополнительный. Но в целом неплохо. Сколько ставишь? А я здесь поставлю 7. Я сходил, посмотрел другие номера. Есть вообще прям почти на этаж. Большие, просторные, с барной стойкой и так далее. Я поставил 8. И перемещаемся мы в Kingston Hotel 12. Это первый отель в сети Kingston, в котором мы были. Неплохой отель. Открылся совершенно недавно, буквально
буквально, потому что мы заехали в номер, который нас изначально поселили. Там нет ни подушек, ни чайника, ни полотенец, ничего. Я такой прихожу на ресепшн, а где все? Ой, сори, сейчас сделаем. В итоге нас просто переселили в другой номер. Прям очень приятный, интернет хороший, свежее постельное, отличный матрас, чистые полотенца, телевизор работает, чайник есть. Ну, душ такой простенький. Тут, видимо, был раньше другой отель, его отремонтировали, сменили владельца. В целом, неплохо. Мне прям понравилось, прям хорошо. Да, и вид у нас был на Петронас, прямо из номера. Отель после реновации, все чистенько, подкрашено. Если буду дальше следить, будет достойный отель, и по цене-качество тоже в районе $20, и даже чуть дешевле у нас было за ночь. Есть внизу кафе, как я понимаю, там есть завтраки. Завтрак не стоит брать. В малайском стиле. Там, да, в малайском, индусском я бы не нашел еду. Не нашел еду? Ту еду, которую я ем, я бы там не нашел. Завтраки надо искать еду. Ищем еду для Артема. Так и есть. Сколько ставишь? Ну, я бы здесь поставил даже 9, наверное, метро рядом. И до Петронаса можно дойти, торговый центр рядом, и все хорошо. Единственное, что за завтрак я снижу. Бассейна нет, спортзала нет, все, что можно оценить, все достойно и комфортно. Да, согласен, 9 здесь тоже смело поставлю. И мы перемещаемся в Seed Hotel Chalkit. Он находится в нескольких кварталах от предыдущего отеля Kingston, буквально улицу перейти, и такой неоднозначный отель, потому что здесь большое количество номеров без окон. Да, к сожалению, мы не смогли увидеть другие номера, нам не показали. Мы жили в одном номере 2 дня, окон нет, но окно есть. Как просто нарисовано и рама вставлена. Ну, как я писал в нашем телеграм-канале, кстати, ссылочка заходите, включите фантазию, и за окном будет любая природа, любой пейзаж, который вы захотите. Поэтому фантазия наша все. Завтрака здесь нет, спортзала нет, бассейна нет. Если останавливаться на несколько ночей, ну, точнее, даже... Или ночевать. Да, вы закинете вещи туда и пойдете гулять, прям отлично. Хорошая локация. Я бы здесь поставил 7. В принципе, он даже отремонтирован. Там все свежее, хорошее. Есть кулер на этаже. Может быть, у нас был номер с окном, были бы какие-то другие реакции. Но здесь бы я 7 бы поставил. Я здесь поставлю 8, снизу, из-за того, что постельная была немножко грязненькая, на него поменяли типа следы, кто-то прошелся как будто бы, или еще что-то такое. Нету такого впечатления, что я бы хотел еще раз там побывать, остановиться. Но в целом неплохо. И завершаем выпуск сегодня Момос Куала-Лумпур. Японский какой-то такой стайл, мне кажется, минимализм. Реально прикольненько. Да, конечно, прайс от предыдущих отелей, кроме, наверное, первого, отличается в большую сторону, но в целом неплохо. То есть, да, уютная кровать, места не так много, но даже окно у нас было, душ хороший, кресло, телевизор, интернет нормально работал. Все отлично. Завтраки были простые, в плане вы заказываете блюдо, либо английский завтрак, либо местный завтрак, и все. Мы то и то заказали, прям хорошие порции, наесться можно. Да, завтрак достойный, правда, я его не попробовал, но... Я попробовал оба, так что нормально. Я соглашусь. Молодежный отель, кровати нету как таковой, есть подиум, на котором все расположено, и лежит комфортабельный матрас, постельное белье чистое, полотенце свежие, и видно, что за отелем следят. Тут даже вместо шторы такая ставня отъезжающая. Дизайн неплохой, у них прям по соседству есть другой отель, а в нем, к сожалению, мы еще пока не пожили, но, может быть, следующий визит там побываем, он чуть-чуть подороже, там и завтраки, и все остальное тоже есть. Посмотрим, что будет, но на данный момент я поставил бы этому отелю, наверное, 9, потому что как бы заявленное все есть, чисто, комфортно, приятно находиться, прайс чуть-чуть снизить, и было бы вообще отлично. Мне понравилось, реально. Я тоже его на 8 оценю. В принципе, достойный вариант, и расположение хорошее, до монорельса близко, торгового центра, и до Петронаса тоже можно дойти. Хотим еще раз напомнить, что все отели мы бронируем по ссылке в описании, также в нашем приложении и на нашем сайте fly.picartravel.com. Не забывайте комментировать
данное видео, тем самым вы принимаете участие в нашем розыгрыше прохода в бизнес-лаунж. А в нашем телеграм-канале вы найдете интересные предложения по авиабилетам, отелям, а также экскурсиям. Также мы разыгрываем на Новый год проживание в отеле. Вам стоит лишь забронировать отель в нашем приложении, ну или авиабилет, либо на нашем сайте. Мы разыгрываем проживание в отеле по броням. Чем больше бронирований, тем больше шансов. Бронь должна быть оплачена, начата и не отменена. И по этим броням мы разыграем уже 3 января 2026 года проживание в отеле. Давай оценим сегодняшние отели Куала-Лумпура. Я, наверное, Момо поставлю на первое место, затем я поставлю Кингстон 12, затем Palette KL Center, Seeds, последний будет Expressions. На первое тоже поставлю Момо, дальше у меня также будет идти Kingston Hotel 12, Palette KL Center, дальше Expressions, а завершит у меня Seeds. Почему? Ну, такой отельчик. Ну, подожди, в отличие от... Там того- окна нет, вот. Господи, ну окна не... У тебя окно было нарисовано, но... У меня фантазия не такая. Хорошо, но у тебя тут все, извините, в кавычках застрано. Грязь, пыль. Ну, потом убрались, все хорошо стало. Такого не должно просто быть. Я согласен, очень неприятный. Когда ты хочешь уже отдохнуть, душ принять, а тебе приходится 2-3 часа самостоятельно еще подготавливать номер свой же. Ну что, давай перейдем к нашей недельке. Я бы поехал бы в Момо и заехал в Кингстон. Следующие 3 отеля я бы не поехал в это же. Согласен, я бы также. Несмотря на то, что можно там жить, но не. Обязательно бронируйте отели, тем самым вы сможете принять участие в нашем розыгрыше. Вот QR-код, внизу ссылочка. Переходите в наш телеграм-канал, да? Вот тоже QR-код. Все, до скорых встреч. Всем пока! Пока-пока.